Хороших людей больше. Добрый вечер, друзья. Сегодня я вам записывал видео о второй черной метке, которую Россия послала вчера диктатору Лукашенко. Если месяц назад Лавров это сделал, вчера это сделал Медведев. Но обсуждая эту новость, мы с вами поговорим и про Хабаровск, и про Юрия Дудя, и про пенсии. Так получилось. Поехали. Знаете, сегодня вдруг случайно выскочила эта новость, что Медведев вдруг по телефону разговаривал с Лукашенко. Я начал искать, что же там происходило. И удивился, что, не знаю, я посмотрел сайтов 17, везде всего 4 строчки. Мы поздравили друг друга с Новым годом и очень долго общались о ситуации в республике и о международных отношениях. Эта новость выходит вчера вечером, после того, как утром слили записи про убийство. Но меня здесь больше заинтересовало другое, почему я обратил внимание и начал искать. У этих отношений между Лукашенко и Медведевым, они же очень сложные и тянутся еще от президента Медведева, когда он был президентом 10 лет назад. Они же друг друга очень сильно не любили. И когда сейчас на переговоры посылают Медведева, они говорят не о хорошем. Медведев, я думаю, отрывался по полной. Но сначала я бы хотел вам показать следующее. Когда я искал новости, что же это пишут, хоть кто-то пусть напишет, абсолютно везде вакуум, но зато на всех российских сайтах вдруг выскакивает эта новость. На всех сайтах вдруг появляется новость, что увеличение пенсий в Российской Федерации только ухудшит жизнь пенсионеров. Представляете? То есть, если люди будут получать больше пенсии, то все, беда, пенсионерам станет очень плохо. Я думаю, что они скоро напишут, что пенсии вообще платить не надо, тогда все пенсионеры России будут жить очень хорошо. Ну, пропаганда включила какую-то машинку, что в России поднятие пенсий это только хуже для пенсионеров, а мы не хотим делать хуже. Это меня натолкнуло на мысль. Я давно вам хотел включить ролик, как в принципе все властимущие наших стран, когда они грабят и приходят к власти, как они относятся к деньгам людей. И люди почему-то считают, что заплатив налоги, это не их деньги, это их не холодильник общий. И туда своими ручками влазят чиновники и воруют из бюджета. Но вот когда в Хабаровске посадили Фургала и туда отправили этого сумасшедшего из ЛДПР нового губернатора, когда он ложил в холодильник 50-рублевые там, или 5-рублевые купюры и заряжал, чтобы продукты были хорошие, я давно вам хотел показать. Вот он месяц назад, что хабаровчанам, ну и в принципе россиянам, рассказывал о деньгах. Правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента, это важно. А то у нас любят, понимаешь, хай-вай, народные деньги. Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент. И Дума, которая утверждает, тоже избрана 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого. Народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Народные они, когда человек налоги платит. То есть ваши деньги, пока вы не заплатите налоги. Как вы их заплатили, забудьте про свои деньги. Мы дорвались до кормушки, будем вас стрелять и убивать. Это уже наши деньги. Все. Куда мы хотим, туда мы тратим. Хотим, отправим в Гондурас 5 миллиардов, по дороге 2 украдем, потом напишем: мы простили бедному Гондурасу. А то, что в нашей стране там, не знаю, газа нет и туалетов, это уже проблемы народа.
У них же после уплаты налогов деньги остались. Сегодня, наверное, завтра выпущу, если будет интересно. Соловьев сделал большое, огромное 1,5 часа интервью с Песковым. Я посмотрел половину, да, там есть прикольные вещи, которые можно обсудить. Особенно как Соловьев спрашивает, откуда у тебя вот слухи, миллионы, часы там за 700 тысяч евро. Ты там дома, виллы и денег у тебя немерено. Откуда это все? И Песков говорит, ну как, мы же все крутились. Вот я 15 лет назад из Турции 2 раза в год перегонял автомобиль, вот так и крутился. Тут бы я вставил очень крутой ответ, не знаю, как парня зовут, но как он Пескову объяснял, как надо учить коррупцию. Песков поделился с нами словом bullshit, бред. Какие еще слова будет полезно знать в пресс-секретаре президента РФ? Первое. Embezzlement, незаконное присвоение веренных тебе ресурсов, коррупция. Второе. Extortion, использование своего служебного положения для вымогательства ресурсов или угодного поведения под угрозой расправы, коррупция. Третье. Nepotism and cronyism, предоставление властных преимуществ своим родственникам или друзьям, коррупция. Четвертое. Solicitation. Побуждение к принятию или даче взятки. A bribe. Взятка. И еще 3 фразы со звездочкой. Crimes against humanity. Преступление против человечности, включает в себя убийство в мирное время. Chemical Weapon Convention. Конвенция по запрету использования химического оружия, ратифицирована Российской Федерацией. И последнее. International Criminal Court. Суд в Гааге, где судят за преступления против человечности. Вдруг пригодятся, никогда не знаешь точно. Я думаю, что этот словарный запас должны выучить все чиновники всего постсоветского пространства, которые 30 лет грабят страну. Потому что это им пригодится. Вот так вот, подходя к нашей главной теме ролика, я пока пытался найти какую-то информацию. Вот у меня получился такой сюжет, потому что информации нет. Но опять вернемся к главной теме. Не просто так вчера звонил Медведев. Ведь мог позвонить и Лавров, там не знаю, кто угодно. И не состоялся телефонный разговор Путина с Лукашенко. Это такая артиллерия, потому что у Медведева уже 10 лет сумасшедший зуб на Лукашенко. В его речах, вы сейчас это увидите, я вам минутку включу нарезку, чувствуется ненависть к Лукашенко. Он его не воспринимает как политического лидера. И поэтому вчера, наверное, ему дали команду ФАС. Смотрите, как они общаются и перекрикиваются между собой. В адрес России и его руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. А Некляева, Россия его давно уже пропихивает, там деньги немеренные ему платят. Тоже знаем, кто платит. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия. То есть, видите, 10 лет подряд одна схема. Перед выборами Россия враг. После выборов мы целуемся с Россией в десна. И враг всегда опять становится Запад. Тут же Медведева не было видно, как его сняли с поста премьер-министра. И буквально на эти выборы он опять влез, и опять с белорусской проблемой. И опять, когда надо было критиковать. Вот что он говорил буквально 5 месяцев назад. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Это часть такой достаточно несложной политической технологии. Вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения стали
мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную так называемую радикальную оппозицию в Беларуси. У них просто одна схема. Перед выборами Россия враг, после выборов Запад враг. Но здесь бы, особенно 10 лет назад, я бы хотел обратить внимание, кто захочет, найдите это целое видео. Там Медведев говорил с явным презрением и ненавистью. Полгода назад то же самое. Там прямо чувствуется, он не дает советы, он ненавидит Лукашенко. И то, что вчера ему сказали позвонить и пообщаться, я думаю, это была вторая черная метка. Лукашенко возомнил, что он все подавил, что у него все под контролем. И теперь ему можно соскакивать, придумывать все белорусское собрание. Там я сегодня видел, кто-то опубликовал первый состав от какой-то там области, не знаю, или района всебелорусского собрания. Там 70% это те депутаты, которые сейчас есть. И вся цифра 2700 делегатов, это не потому, что оно как-то делится по областям, как-то там пропорционально, чтобы одинаково было представлено население, а только потому, что в этом концертном зале, где это проходит, 2700 мест. Поэтому и не меньше, и не больше. Но это будет показуха. И, видать, перед этим объявлением, что оно там 10 февраля соберется, а я думаю, весь Минск придет, чтобы там не оказалось свободных мест на это всебелорусское собрание, и покажет, что они готовы свои требования предъявлять. Вчера и состоялся этот звонок. Это вторая метка. И раз о нем абсолютно ничего не пишут, очень сухо и очень скомканно, значит, вчера Лукашенко нагибали. Может быть, ему даже вспомнили вот это, если это озвучивает президент Российской Федерации. Вчера появляются сливы. Мы с вами обсуждали о том, как формировалась команда, которая должна была быть убивать оппонентов. Я думаю, у спецслужб и Запада, и России, а России вообще в 10 раз больше, там же все пронизано спецслужбами России. Информации очень много. Вот смотрите, как 10 лет назад Медведев напоминал и успокаивал Лукашенко, что не дергайся. Президенту Белоруссии следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. России, как и другим странам, это не безразлично. Вообще, на самом деле, цинично 10 лет назад слышать, что России это не безразлично, и у них явно есть информация об этих вещах, но они ей просто шантажируют Лукашенко. Завершить бы я ролик хотел просто мега сумасшедшим пророчеством Дудя. В его последнем видео он непроизвольно произнес очень классную речь. Смотрите, это касается Беларуси и России тоже. Что это? Вообще это маркер пути. Почему красно-белое, интересно? Я не думаю, что здесь закладывался какой-то смысл. И ты думаешь, это перерисовали? Не, просто забавно, как это играет в 2020 году. Да. Какое значение Ты это замечаешь приобретает. сразу же. Да. В общем, мы ориентируемся на них, когда идем. И это значит, что мы на верном пути. Все супер. В этих словах есть какой-то скрытый подтекст, да? В каких? Мы на Никакого- верном пути. Мы ориентируемся на них. Ох Да? ты! Нет? Я не имел этого в окей, виду. хорошо. Короче, белорусы, родные, держитесь. Погнали! Белорусы, родные, держитесь, все будет классно. В этом году диктатор покинет свой пост, и все будет хорошо. Слава Украине, живе Беларусь, Россия без Путина, Алга, Казахстан, у вас через 5 дней будет веселье. А для тех, кто не знает, завтра Трамп собирает митинг в свою поддержку с лозунгом «Я избранный президент, и мы к власти никого не допустим». Я думаю, что, наверное, пришло
если вы напишите в комментариях время записать видео про Америку. Хороших людей больше. Пока.